Всем привет! Сегодня готовим безумно вкусное и по-настоящему праздничное блюдо – фаршированную рыбу. Такой красавец карп будет настоящим украшением любого праздничного стола. Этот рецепт очень необычный, с секретным ингредиентом. Думаю, такой рыбой вы точно удивите всех своих гостей. Я сейчас разрежу кусочек рыбки. Посмотрите, какая красота! Рыбка очень ароматная, прекрасно держит форму, очень вкусно. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для того, чтобы приготовить очень вкусную фаршированную рыбу, мне понадобится в первую очередь, конечно, сама рыба. Я сегодня фарширую карп. Карп у меня был весом примерно 2 килограмма. Как подготовить карпа к фаршированию, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Также для моего блюда мне сегодня понадобится 2 средние моркови, примерно 4 средние луковицы. Конечно, морковь и лук вы можете корректировать по своему вкусу, потому что часть моркови и часть лука у нас пойдут в начинку, а часть пойдут для подушки для рыбы. Также у меня здесь половинка болгарского перца, несколько зубчиков чеснока, несколько кусочков сухого уже такого хлеба белого, 1 яйцо. У меня сегодня очень интересная добавка в фарш. Это вот такие азиатские грибы мойеры. Где купить такие грибы? Их можно купить на китайских, на вьетнамских рынках или через интернет-магазин. Я думаю, они уже везде продаются. Если не найдете грибы, можно пропустить этот ингредиент. Либо замените грибы шампиньонами. Просто шампиньоны надо предварительно будет обжарить. Также в фарш, конечно, будем добавлять соль по вкусу, сахар примерно пол столовой ложки. Здесь у меня еще 1 чайная ложка сушеного чеснока и, конечно, черный перец тоже будем добавлять по вкусу. И сейчас в первую очередь надо подготовить грибы. Их надо залить кипятком. Посмотрите, как выглядят эти грибочки сейчас в сухом виде. И вот у меня такая упаковка, если кому интересно, вот так они продаются. Вот сухие грибы вьетнамские. Заливаю кипятком и закрываю сверху, чтобы они так постояли закрытые. Также водой залью хлеб. Хлеб у меня уже такой слегка сухой. Я просто заливаю обычной водой комнатной температуры. Можно использовать молоко, если хотите. Подготовлю филе рыбы. Порежу его на небольшие кусочки, чтобы было удобнее измельчать в блендере. Я беру 1 самую крупную луковицу, разрезаю ее на части, чтобы тоже было удобно измельчать в блендере вместе с рыбой. Точно так же разрежу морковь на кусочки. И болгарский перец точно так же. И теперь в блендере я буду измельчать филе рыбы. Выкладываю филе. Выкладываю немного лука и немного моркови. Измельчаю. Измельченный фарш перекладываю в миску. И так измельчаю все рыбное филе, добавляя потихоньку лук и морковь. После того, как измельчили полностью все рыбное филе, я добавляю оставшийся лук и морковь. Также их измельчаю, но теперь измельчаю не настолько мелко, а чтобы так немного чувствовался и лук, и морковь, чуть большими кусочками. Добавляю лук с морковью также в фарш. Сейчас буду измельчать болгарский перец и тоже без фанатизма. Посмотрите, какой сочный перец. Добавляю в фарш. У меня грибы постояли буквально 10 минут. Вы видите, какая разница? Были какие маленькие сушеные, а сейчас они стали такими большими, как лопухи. Обязательно их еще раз промойте под проточной водой. И если где-то есть
Небольшие кусочки вот здесь у основания можно срезать. У меня чистенькие грибы, я их уже срезала, когда промывала. Видите, какие они получаются? Сейчас также точно их буду измельчать. Если честно, вот эти грибы, это, можно сказать, очень классный секретный ингредиент в фаршировании блюд, который очень часто используется именно в Азии. С грибами этими фаршируют и рыбу, и мясо, курицу, и в колбасу домашнюю. В общем, добавляют эти грибы везде. Посмотрите, как я измельчила грибы. Они тоже вот должны чувствоваться. Отправляю все в наш фарш. Отжимаю от воды кусочки хлеба. Добавляю в фарш. Кстати, из хлеба я срезала корочки. Забыла, когда все измельчала в блендере, добавить чеснок. Поэтому чеснок натру на мелкой терке. Теперь добавляю яйцо, все специи и соль. Здесь у меня фактически соль, сахар и сушеный чеснок. Сушеный чеснок, в отличие от свежего, он тоже дает такой очень приятный аромат. И добавляю черный перец. И теперь, конечно, надо все очень хорошо и тщательно вымешать. Посмотрите только на цвет, какой получается яркий, насыщенный, очень сочный фарш. Ну и, конечно, после того, как хорошо и тщательно все перемешали, фарш я рекомендую попробовать, чтобы здесь всего было достаточно. Обычно я ставлю вот немножечко фарша в микроволновку и пробую. Никогда не пробуйте сырой фарш. Я подготовила противень, застелила пергаментной бумагой. Причем у меня карп очень большой, поэтому, возможно, хвост будет торчать. Поэтому я бумагу пергаментную беру длиннее, чем величина у меня моего противня. Теперь сюда на бумагу наливаю немного масла, распределяю. И подготавливаю подушку для рыбы. Режу морковь. Режу кольцами лук. Такими довольно крупными кольцами. И вот у меня получилась такая красивая подушка для рыбы. И теперь я переношу моего карпика, пока еще не нафаршированного. Как видите, я и говорила, хвост у меня слегка выступает за края противня. И теперь фаршируем нашего карпа. И посмотрите, весь фарш у меня как раз поместился в рыбу. Все очень хорошо, плотненько легло, но вместе с тем и рыба не настолько ее раздула, чтобы она не лопнула в духовке потом. Сейчас рыбу сверху я немного посолю. Вот так. И немного посолю мою подушку, чтобы была здесь потом такая немножко солененькая водичка. Потому что мы сейчас сюда еще добавим немного водички. Сверху рыбу поливаю совсем немного маслом. И смажу карпа. Вот так вот. Маслом. Он тогда будет очень красивый. У меня все-таки здесь у карпа такой длинный хвост. Я решила хвост немножечко упаковать в пергаментную бумагу, чтобы он не обгорел у меня в духовке. Наливаю на дно немного воды. Воды не надо много. Просто надо будет в процессе наблюдать, чтобы вода вся не выкипела. Если вода выкипает, можно добавить немножко воды. И сейчас нашего красавца карпа отправляем выпекаться в разогретую до 150-160 градусов духовку. Примерно на 1,5 часа. Конечно, многое будет зависеть от веса вашей рыбы, какая у вас рыба, и от того, как печет ваша духовка. Так что смотрите, готовьте до готовности. Ну вот, друзья мои, посмотрите, я достала рыбу из духовки. Выпекалась она у меня в духовке 1:20. Посмотрите, здесь образовался вот такой красивый бульончик. Конечно, он будет очень вкусный, я вас точно уверяю в этом. И рыбка очень хорошо запеклась, все готово. Еще раз хочу повторить, не запихивайте
рыбу слишком плотно, чтобы она ни в коем случае, конечно, не лопнула. Итак, сейчас самое сложное. Надо дождаться, когда рыба остынет. Сейчас снимем с хвостика пергамент. Вот он, наш хвостик. Все отлично запеклось. И, конечно, праздничную рыбу каждый украшает так, как ему нравится. Посмотрите, я рыбу выложила на листья салата и сделала вот такие красивые цветы. Как, кстати, вырезать вот такой красивый цветок из перца, вы можете тоже посмотреть у меня на канале. У меня есть такое видео. Я оставлю ссылку под видео в описании. И сейчас я, конечно, разрежу рыбу. Кстати, она у меня еще до конца не остыла, то есть она еще не совсем холодная. Вы видите, какой красивый фарш получается. Рыба очень необычная. Конечно, я сейчас попробую эту замечательную фаршированную рыбу. Это просто мое любимое блюдо. Это просто райское наслаждение. Вкус невероятный. Здесь получается такая начинка фарш. Одновременно и нежный, и одновременно такой слегка хрустящий, благодаря секретному ингредиенту. Очень вкусно. Я не знаю, трудно передать словами ощущения. Вы должны обязательно приготовить и попробовать, чтобы понять, о чем я говорю. Я точно вас уверяю, что таким замечательным блюдом вы всех удивите, и все будут просить рецепт этой рыбы. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!